Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мои домашние хлопоты». И сегодня мы с вами приготовим тушеную печень. Печень у нас куриная. Для этого нам понадобится сама печень, помидор, болгарский перец, лук, перец, черный и красный, соль и подсолнечное масло. Вы можете взять оливковое. Итак, приступим. Сначала мы порежем лук и отправим его жариться на сковородку. Разогретую сковородку нальем подсолнечное масло. Отправим туда порезанный нами лук. Пока лук будет жариться, мы с вами подготовим перчик. Порежем его соломкой. И нарежем морковку. К слегка обжаренному луку добавим морковку и перемешаем все это. В это время подготовим еще помидор. Разрежем его на мелкие кусочки, удалив сердцевинку. Морковь и лук у нас почти готовы. Добавляем сюда болгарский перчик. И пусть немножко еще потушится. Минутки через 2 добавляем туда наши порезанные помидоры. Минутки 3 пусть потушится. Это будет соус для нашей печени. А мы в это время займемся печенью. Конечно, ее можно потушить и целую, но мне хочется немного ее сделать помельче.
и убрать всякие вот такие волокна. Куриная печень тушится очень быстро, поэтому соус для приготовления печени должен быть уже готовым, потому что на приготовление самой печени нужно всего-навсего минут 5. Куриная печень – это очень вкусное, очень полезное диетическое блюдо. Ее можно кушать как на обед с любым гарниром, так и на ужин. Гарнир предпочтителен овощной. Например, из тех баклажан и кабачков, которые мы уже готовили с вами на канале. И вы можете посмотреть их в предыдущих видео. У меня есть раздел, плейлист на канале, который называется «Все про кабачок», «Все про баклажан». И там есть много блюд, которые можно сочетать с куриной печенью. Итак, я нарезала печень. Мне осталось отправить ее к нашему соусу. Соус у нас практически готов. Я его перемешиваю. И сейчас мне нужно его посолить, поперчить, подготовить к тому, чтобы он принял сюда печень. Посолила. Добавила черный перец на кончике ножа. Добавила немного красного перца. Я добавляю все понемногу, но если вам нравятся острые блюда, вы можете добавить больше. И теперь добавляю сюда печень. Все это перемешаем. И потушим минут 5. Овощи и печень дали свой сок, поэтому блюдо у нас получается в собственном соку. Но если вдруг у вас овощи и печень не дали сока, и вы видите, что блюдо суховато, то можно добавить сюда сливки, можно добавить сюда молоко, можно добавить водички, если нет у вас ничего под руками. Прошло 5 минут, мы открываем крышечку, и у нас уже практически готова наша печень. Но я смотрю, немного еще нужно подождать. Ну вот и все. Вкусное, полезное, аппетитное блюдо. Тушеная печень с овощами готова. Можете дегустировать. Попробовать приготовить по этому рецепту, но у меня вкусный ужин. Присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии. И приятного вам аппетита!
Да, не забудьте прийти еще, я еще что-нибудь расскажу.